Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк «Все о монетах». Друзья, продолжаем рубрику «Фолеристика». И в сегодняшнем обзоре мы с вами рассмотрим нагрудный знак «Отличный повар». Нагрудный знак «Отличный повар» – это награда РККА и Советской армии, существовавшая в 1943 по 1957 года для поощрения особо отличившихся поваров Красной с 1946 года Советской армии. Так, друзья, давайте вкратце об этом знаке. Знак был утвержден указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1943 года и доведен до личного состава приказом заместителя НКО СССР номер 278 от 18 сентября 1943 года. Им награждался рядовой и младший начальствующий состав службы продовольственного снабжения Красной армии. В соответствии со статутом нагрудным знаком награждались лица, систематически показывающие высокие образцы отличного приготовления вкусной разнообразной пищи в боевой обстановке, равномерной раздачи пищи бойцам по полной норме, быстрой доставки горячей пищи и чая бойцам, бережного содержания в боевой обстановке походной кухни, кухонного инвентаря и принадлежностей, быстрого устройства полевых очагов и приготовления на них пищи, использования местных источников витаминов и зелени, тщательной маскировки походных кухонь и полевых очагов, соблюдение санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в соблюдении личной гигиены. Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 9 декабря 1944 года было установлено, что знаком «Отличный повар» может быть награжден и вольнонаемный персонал РККА, приказ начальника тыла Красной армии номер 3 от 1945 года. Всего знаками «Отличный повар» и «Отличный пекарь» было награждено около 33 тысяч человек. Правом награждения знаком обладали командиры полков и соединений, начальники отделов продовольственного снабжения армии, начальники управлений продовольственного снабжения фронтов и военных округов и начальник Главного управления продовольственного снабжения Красной армии. Награждение фиксировалось приказом по части с занесением сведений о награждении в красноармейскую книжку. Неформально в частях выдавались неофициальные удостоверения к знаку, в связи с тем, что патрули требовали какие-либо документы на право ношения той или иной награды. 17 апреля 1957 года приказом министра обороны СССР маршала Советского Союза Жуковым номер 67 данный знак, как и остальные из серии, был упразднен. Дизайн знака был унифицирован с прочими знаками отличников: отличный связист, отличный артиллерист и тому подобное, первые из которых были утверждены 21 мая 1942 года. По некоторым сведениям, основной для дизайна всей серии послужил один из неутвержденных вариантов ордена Отечественной войны – работы художника Дмитриева. Нагрудный знак представлял собой фигурный щит, стилизованный под русский средневековый щит, наложенный на позолоченный, перевитый лентой дубовый венок, ветви которого выступают по бокам щита. Поверхность щита покрыта рубиновой красной эмалью, по краю обрамленного металлической полоской с симметрично расположенными на ней точками. В верхней части щита полоска переходит в витое украшение. На щите укреплена круглая пластина, покрытая той же эмалью, в середине которой расположено позолоченное изображение серпа и молота. Вокруг пластины имеется белый поясок по окружности, на котором расположена надпись золотыми буквами «Отличный повар». По краям пояска расположены позолоченные ободки. В нижней части пятиконечная звезда. Такое оформление было принято для всех знаков отличия, исключая разные надписи. В нижней части щита размещено позолоченное изображение походной кухни.
Изготовлялся знак из желтого металла с наложением эмали и серебрением или оксидированием. Знак крепился к одежде посредством нарезного штифта с гайкой для прикрепления знака к одежде. Носился знак на правой стороне груди. Стоимость данного знака на сегодняшний день составляет от 50 до 300 долларов США. Друзья, все будет зависеть от состояния этого знака. Уважаемые зрители, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.